Министерство обороны Армении сообщило о предстоящих совместных военных учениях с участием военнослужащих Армении, США, Франции и Греции. Маневры будут ориентированы прежде всего на подготовку к миротворческим миссиям и отработку взаимодействия между подразделениями разных стран. В Ереване подчеркивают, что учения проходят в рамках расширения международного военного сотрудничества и повышения совместимости вооруженных сил. На фоне серьезных изменений в архитектуре безопасности Южного Кавказа подобный формат взаимодействия с западными партнерами еще несколько лет назад выглядел маловероятным, однако нынешняя геополитическая реальность заметно скорректировала подходы Армении к вопросам обороны и внешней политики. В этом же контексте армянское военное ведомство приняло участие в показательных мероприятиях на церемонии открытия международной выставки вооружений Еуросатори 2026 года, что также вписывается в линию на углубление контактов с западным оборонным сообществом. Параллельно с региональными процессами на Южном Кавказе ключевые события разворачиваются и на Ближнем Востоке. Дональд Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном, отметив, что документ был оформлен в онлайн-формате, а детальное обсуждение параметров ядерной сделки займет не менее 60 дней. По его словам, Ормузский пролив уже частично открыт, несколько мин обезврежены, а к пятнице пролив должен быть полностью открыт для судоходства. Трамп также выразил уверенность, что Иран не будет обладать ядерным оружием и что стороны имеют шанс на выстраивание нормальных отношений, подчеркнув, что в противном случае Вашингтон готов вернуться к жесткому сценарию давления. На этом фоне в Израиле сохраняется заметное напряжение. При этом израильские военные обозреватели и профильные паблики демонстрируют настрой на продолжение конфликта. В экспертной среде обсуждается вариант, при котором США могут на ограниченное время занять сдержанную позицию, чтобы дать понять израильскому руководству, что без американской поддержки ведение затяжной войны будет крайне затруднительным, что в итоге может подтолкнуть стороны к сделке. Вместе с тем не исключается и альтернативный сценарий, при котором израильские спецслужбы используют политические рычаги давления в США, что приведет к продолжению конфронтации. Иранская позиция при этом остается жесткой и настороженной. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не доверяет ни США, ни Израилю, напомнив о неоднократных случаях невыполнения ими прежних обязательств. По его словам, Вашингтон должен не только выполнить собственные договоренности, но и обеспечить соблюдение Израилем обязательств, связанных с прекращением войны в Ливане, предупредив, что в случае их нарушения Иран оставляет за собой право на ответные действия. Реакция на достигнутые договоренности последовала и со стороны Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал соглашение между США и Ираном, отметив посреднические усилия Пакистана, Катара, Турции и других стран, и выразив надежду, что этот шаг проложит путь к более всеобъемлющему и устойчивому миру на Ближнем Востоке. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении Дональду Трампу с 80-летием заявил, что парафирование мирного соглашения с Арменией стало возможным благодаря миротворческим усилиям США. Он отдельно выделил инициативу ТРИП «Путь Трампа ради международного мира и процветания», подчеркнув, что проект должен обеспечить беспрепятственную связь между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью, и, по его словам, будет способствовать укреплению региональной стабильности. Несмотря на заявления Вашингтона, внутри Израиля звучат и альтернативные оценки. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль не считает себя связанным соглашением Трампа с Ираном, подчеркнув суверенный характер принимаемых решений. Он отметил, что страна не пойдет на уступки, продолжит добиваться разоружения Хезболлы, не отступит с занятых территорий и будет наносить удары по бейрутскому кварталу Дахия в ответ на любые атаки со стороны Ливана.
Все это указывает на то, что, несмотря на дипломатические подвижки, ситуация в регионе остается крайне хрупкой, а дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от практической реализации достигнутых договоренностей и поведения ключевых игроков. На фоне формирующегося соглашения между США и Ираном в Израиле резко усилилась внутренняя политическая напряженность. Лидеры оппозиции обвиняют правительство в дипломатическом и стратегическом провале, возлагая ответственность лично на Биньямина Нетаньяху. По их мнению, Израилю не удалось превратить военные успехи в реальные политические и стратегические результаты. Глава партии «Государственный лагерь» Бенни Ганц и бывший премьер-министр Эхуд Барак заявили о серьезных просчетах нынешнего руководства. Ганц в интервью радиостанции 103 FM указал на продолжающиеся обстрелы со стороны Ливана и сохранение связки между Ираном и Хезболлой, подчеркнув, что Израиль не сумел использовать достижения на поле боя. Он также подтвердил, что Нетаньяху уступил давлению США, назвав это упущенной стратегической возможностью и отметив, что формирующееся соглашение дает Израилю слишком мало гарантий безопасности. Дополнительным ударом стало решение Франции запретить участие официальных израильских делегаций в выставке оборонной промышленности Eurosatory 2026 года. После требований ограничиться демонстрацией оборонительных систем, израильские стенды были полностью исключены, что в Израиле расценили как унижение, особенно на фоне участия Армении на высоком уровне. Параллельно ситуация на границе с Ливаном вновь обострилась. Армия Израиля нанесла удары по югу страны, включая бомбардировку города Набатия. Нетаньяху заявил, что действия Израиля в Газе могут быть повторены в Ливане, пообещав обеспечить безопасность и на севере, при этом отдельно подчеркнув, что свержение иранского режима не является целью операции. На этом фоне все активнее обсуждается тема расширения израильского военного присутствия. По данным ОСИНТ-аналитиков, фактическая зона контроля Израиля в Газе, Ливане и Сирии достигает около 1000 квадратных километров. Это крупнейшее расширение с 1967 года. В Газе израильские силы вышли за рамки линий прекращения огня. В Ливане операции превысили буферные зоны, а в Сирии действия, по оценкам, не ограничиваются Голландскими высотами. Эксперты считают, что такая политика во многом ориентирована на внутреннюю аудиторию и политическое выживание Нетаньяху, несмотря на высокие риски, включая возможное затяжное противостояние с Хезболлой. В израильском истеблишменте все чаще звучит мнение, что без войны для премьер-министра возрастает угроза возобновления коррупционных дел и утраты политической неприкосновенности. Нетаньяху заявил, что не говорил о том, что одной из целей операции было свержение иранского режима. Также он сказал: «Так же, как мы обеспечиваем безопасность на юге, мы обеспечим безопасность на севере». В этих условиях в Израиле уже дают понять, что соглашение между США и Ираном не считают обязывающим и будут действовать, исходя из собственных интересов. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости глобального Ближнего Востока.